Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Почему-то так случается, что долго копятся лоскутки, а начинаешь шить, и получается очень много красивых заготовок. Шей до пари, не будет пустой поры. Я смогла из оставшихся лоскутков вырезать кусочки шириной 7 сантиметров, а длиной сколько получится? Примерно 10-12. Для удобства работы ткани можно немного рассортировать по цвету. Светлые, бежевые, зеленые, синие, красные. А теперь будем сшивать их по коротким сторонам. Шить придется много. Длину строчки делаем мелкой, крепкой. Цвет ниток берем нейтральный, светло-серый или бежевый. Закрепки в начале и в конце делаем обязательно. Нитки не обрываем, шьем гирляндой. Естественно, при шитье стараемся, чтобы лоскутки были распределены равномерно. Отшитые пары разрежем, тщательно расправим швы и продолжим сшивать их дальше. Теперь будем соединять по 4 детали вместе. Так работа будет идти гораздо быстрее. Отшитые ленты надо тщательно проутюжить с паром, подтянуть и расправить все швы. Длину ленты делайте такой, чтобы хватило закрыть 1-2 полосы. Мы уже сшили из этих цветных лоскутных лент большую пляжную сумку и симпатичный коврик. Продолжим с ними работать. Ширина цветной лоскутной ленты 7 сантиметров, а синей полоски 5 сантиметров. Для дальнейшей работы приготовим основу. Возьмем плотный лен с рисунком огурцы и кусочек холстопрошивного полотна. Сразу же соединим их вместе, просто иголкой с ниткой прошьем по диагоналям. Сделаем разметку. Прямо на ватине маркером нарисуем линии. По ним мы будем ориентироваться при работе. Первым делом закроем уголок цветным лоскутиком и к нему сразу же пришьем синюю полоску. Обратите внимание, что ткани потом будем отгибать, поэтому оставляйте запас. Ну а лишнее мы потом отрежем. Дальше надо закрепить, простегать эти ткани. Прошьем по цветной полоске и по шву соединению. Помним, что это лоскутное шитье, все детали мелкие. И чтобы ваше изделие прослужило долго, все швы надо тщательно закреплять. Технология работы простая и понятная. После синей полоски нашиваем цветную. Потом отгибаем, отрезаем лишнее, прошиваем. Чтобы каждый раз не обрывать нитки, в конце ряда переходим на кусочек вспомогательной ткани. А наши нарисованные линии помогут нам шить ровно. Цвет лоскутных полосок можно как-то специально подбирать, а можно положиться на волю Божью и сказать: «У Бога нет других рук, кроме наших». Когда вся основа заполнена, тщательно выравниваем края и отрезаем лишнюю ткань. К нашей заготовке сумочки надо пришить застежку-молнию. Я посмотрела несколько чужих мастер-классов с объяснениями. Там все очень профессионально, крайне запутанно и непонятно. Но мы пойдем по пути наименьшего сопротивления. Мы придумаем самый простой и легкий способ. Для этого
К верхним срезам сумки с изнаночной внутренней стороны пришьем застежку-молнию. При этом с одного края в начале концы молнии мы подогнем и спрячем в шов, а с другой мы, наоборот, выложим края молнии наружу, чтобы они не попали в шов. Смотрите внимательно на экран. Думаю, вам все будет понятно. Молнию мы пришиваем, отступив от бокового края примерно на 3-4 сантиметра. После этого верхние открытые срезы сумки просто обработаем бейкой, прямой полоской ткани шириной 5 сантиметров. Потом сумку вывернем, выровняем и прошьем боковые швы. И еще один момент. В боковые швы надо вставить шлевки-застежки. Я придумала такое крепление с металлическими рамками. Именно к этим рамкам будем крепить, цеплять карабины ремня. Внутренние открытые срезы обработаем бейками. В верхней части сумки мы бейку отвернем, закроем открытые срезы, а в нижней наметим и вырежем квадратики размером 3 на 3 сантиметра. Обратите внимание, что с одной стороны 3 сантиметра мы отмеряем не от края, а от шва. Потом эти места надо развернуть, расправить и зашить на швейной машинке. Таким образом мы сформировали дно сумки. Конечно же, эти открытые срезы тоже надо обработать бейками. Внутри всю работу сделали, сумку выворачиваем. И остается еще один момент – обработка молнии. Мы оставляли длинный конец, чтобы нам было удобно шить. А теперь выравниваем, отмеряем и оставляем необходимую длину молнии, чтобы можно было комфортно расстегнуть сумку. И отрезаем лишнее. Открытый край молнии закроем кусочком ткани. Можно взять прямоугольник, свернуть его пополам, сразу же подогнуть открытые срезы, прошить боковые стороны, а потом его вывернуть. В этот кармашек-мешочек вложить конец молнии и прошить на швейной машинке. Этот конец молнии можно оставить снаружи, а можно спрятать внутри. И получилась очень симпатичная сумочка. Именно такого размера, как я и хотела. Длина 30 сантиметров, высота 20, ширина дна 8 сантиметров. Ремень для сумки можно тоже сшить самим. Но я вспомнила, что у меня нет под рукой необходимой фурнитуры и карабинов. Поэтому просто сняла ремень с другой сумки и прицепила его. Сумочка получилась прелестная, очень легкая, яркая и вместительная. Что-то я так устала от больших, дорогих, представительных, тяжелых сумок. А такую милашку закинул на плечо, и можно идти налегке. Все необходимое под рукой. А комплект из большой вместительной пляжной сумки, маленькой сумочки и пляжного покрывала получился просто очаровательный. Такой яркий, нарядный, по-летнему веселый. Знаю, что многие мастерицы стесняются ходить со своими сумками по улице. А я уже несколько дней хожу с этой сумочкой на работу. И вот что-то никто не останавливается, в обморок не падает, пальцем не показывает, не оглядывается. Печалька. Все вокруг заняты своими делами, своими мыслями. Но самое главное, что мне самой приятно пользоваться такой красотой. Поэтому желаю всем творческого вдохновения. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь на канал. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина.
Всем пока-пока и до скорых встреч!